Добрый день! В этом видео я продолжу рассказывать мифологические истории про богов Древней Греции. Как я уже говорила в предыдущей истории, боги поселились на горе Олимп. Основных было 12. По некоторым источникам до 15, но мы остановимся на 12. Это Зевс, Гера, Посейдон, Диметра, Афина, Гефест, Арес, Афродита, Аполлон, Артемида, Гермес и Гестия, либо Дионис. О половине из них я уже рассказала. Сейчас начну с Афродиты. Она богиня красоты и любви, как духовной, так и плотской. О ее появлении на свет есть как минимум две версии. Первая повествует, что капли крови оскопленного урана упали в море. Оно вспенилось белыми гребнями, из которых и появилась Афродита. Отсюда ее прозвище «пенорожденная». Она вышла на берег на Кипре, потому называется Киприда. На острове до сих пор показывают место выхода Афродиты. Считается, что если там искупаться, то обязательно похорошеешь. Лично мне больше нравится другая версия, по которой папа Афродиты – Зевс, а мама – Титанида Диона, дочь титанов Океана и Тифиды. Здесь все более прозаично, но хорошо ложится в схему генеалогического древа. Афродита – жена Гефеста, но с детьми у них не сложилось. Зато от его брата Ареса она родила нескольких, среди них дочь Гармония. Знаете, меня всегда удивляло, как так, от любви и войны родилась Гармония. Однако тут нужно учитывать не только мировоззрение древних греков, которое сформулировал в своей концепции философ Эмпидокл. Он указывал, что все изменения в мире – результат вечной борьбы этих двух сил – любви и войны. Но еще и простую психологию человека. Мы не можем находиться в состоянии постоянной любви и благости. Нам не хватает сильных эмоций и конфликтов. Но и бесконечный стресс со скандалами нас тоже утомляет. Вот так в смене состояний условной любви и условной войны складывается психологическая гармония. Причем у каждого свой рецепт. Кому-то больше перчинки, а кому-то умиротворение. Еще один ребенок Афродиты и Ареса – Эрот. Очаровательный карапуз или стройный юноша с луком и стрелами. Он пронзает ими сердца и зажигает любовное влечение. Однажды мать приказала ему внушить царевне Психее страсть к, говоря современным языком, бомжу, потому что ее красоте стали поклоняться, а Афродиту забыли. Но Эрот влюбился в девушку, чье имя переводится как «душа». Порывом ветра ее унесло в небесные чертоги, где она каждый день встречалась с возлюбленным в полной темноте, но была счастлива. Психея обещала, что не будет выяснять, кто он такой. Однако завистливые сестры уговорили девушку посмотреть, кто же к ней ходит. Когда возлюбленный заснул, она зажгла свечу и увидела прекрасного бога Эрота. Засмотревшись, Психея не заметила, как воск капнул ему на плечо. Бог проснулся от боли и, поняв, что девушка нарушила запрет, улетел. Она же отправилась его искать. Пройдя долгий путь, оказалась Психея у Афродиты, которая давала ей разные задания, типа разобрать кучу смешанного зерна, принести воды из загробного мира и так далее. Девушка совсем справилась. Эрот оправился от ожога, и боги разрешили им пожениться и сделали Психею богиней. Вот такая история о том, что душа не может без любви, что любовь слепа, о том, что когда мы сомневаемся в любви, она уходит, но душа готова пройти любые испытания, чтобы снова почувствовать любовь. Кстати, а вы обратили внимание, что эта история перекликается с европейской сказкой «Золушка», русской народной «Финист Ясный Сокол», сюжетами о поисках мертвой и живой воды, со сказкой Аксакова «Аленький цветочек» или с сюжетом «Красавицы и чудовища»? Логично предположить, что миф про Эрота и Психею стал для них всех основой. Среди детей Афродиты и Ареса еще отмечу двух близнецов – Деймоса – ужас и Фобоса – страх. Они сопровождали папу в его начинаниях. Другой возлюбленный Афродиты – Адонис. Очень красивый юноша,
внук царя Кипра Кинира, который был первым жрецом богини. Его дочь Мирра или Смирна, воспользовавшись чужим именем и темнотой, забеременела от отца. Узнав, он хотел убить дочь. Но она бежала и превратилась в мирровое дерево. Богиня Илифия вытащила Адониса из трещины в коре. Ребенка вручили Афродите, как виновнице противоестественной любви Мирры. Но той некогда было им заниматься, потому она отдала его Персефоне. А ей Адонис так понравился, что возвращать его она не захотела. Но божественный суд решил, что полжизни юноша будет с Афродитой, другую с Персефоной. По другой версии, он погиб на охоте, напоровшись на вепря, которым на самом деле был ревнивый Арес. Или вепря наслала отвергнутая им Персефона. Афродита вернула его на землю, но не в образе человека, а цветком, анимоном. Миф об Адонисе перекликается с историей про шумерского Думузи и тоже рассказывает о смене времен года. Думаю, пора уже перейти к следующему греческому богу, или даже к двум. Близнецы Аполлон и Артемида. Их приключения начинаются еще до рождения. Они дети Титаниды Лето и Зевса. Когда пришло время разродиться, Гера запретила всей земле принимать Титаниду. Но нашелся один плавучий остров, который вроде как позволял обойти запрет. Еще Гера не разрешила дочери Илифии, родовспомогательницы, выполнять свои функции. Лето не могла родить, но Илифия ослушалась мать. Это был, пожалуй, единственный случай ее непослушания. Она приняла Артемиду, а та, чуть появившись на свет, сама приняла у матери Аполлона. Артемида – богиня охоты и целомудрия. Приняла обет безбрачия и от всей своей огромной свиты нимф требовала того же. Тех же, кто нарушал обет, жестоко карала. Так случилось с Каллисто, которой овладел Зевс, приняв облик самой Артемиды. Тут, как говорится, no comments. Можно быть богиней целомудрия и наслаждаться однополыми отношениями. А Каллисто вообще досталось ни за что. Она же даже не знала, что нарушает обет. Артемида застрелила ее из лука, а Зевс поместил на небо, как созвездие Большой Медведицы. Аполлон – покровитель искусств, а еще образец мужской красоты. Вот только странно, что многие женщины, смертные и бессмертные, отказали Аполлону. Среди них Гестия, принявшая обет целомудрия, Персефона. Нимфа Касталия стала водным источником, а нимфа Дафна – лавровым деревом, лишь бы избежать его ухаживаний. Внучка Ареса Марпеса, которую бог-красавец украл прямо со свадьбы, предпочла вернуться к смертному мужу. Амазонка Грина решила, что лучше броситься со скалы, чем быть с Аполлоном. А Кассандра, пообещав ему любовь в обмен на пророческий дар, не могла заставить себя выполнить обещание. Даже уже беременная Коронида изменяет богу со смертным, за что Аполлон убивает обоих, а потом достает нерожденного сына Асклепия. Однако список его возлюбленных мужского пола внушительный. Гиацинт, Адмент, Бранх, Кипарис, Атимний, Форбант, Кинир и другие. Так что комплимент в отношении мужчины о его сходстве с Аполлоном может иметь совершенно неожиданный смысл. Сына Аполлона, Асклепия, воспитывал кентавр Хирон и научил врачеванию, которое тот успешно практиковал. Однажды он убил змею, потом приползла вторая с некой травой в пасти и оживила первую. Сын Аполлона нашел эту траву и стал воскрешать людей. Богам это не понравилось. Зевс сначала убил его, а потом сделал богом. Среди дочерей Асклепия Панакея или Панацея – исцеление, и Гигиея – здоровье, давшее имя медицинскому разделу гигиена. Ее атрибуты – чаша и змея – стали эмблемой современной медицины. Другой бог, чьим символом были змеи – Гермес. Это один из древнейших греческих богов, причем происхождение его имени неизвестно. Тогда его изображали в виде фаллоса, символизирующего плодородие.
Эта форма перекликается с изображениями индийского бога Шивы лингамами. Видео про культуру Древней Индии я обязательно сделаю позже. По одной из версий, культ Гермеса заимствован из Месопотамии. Там у подземного стража Нингишзиды есть атрибут, похожий на жезл Кирикон Гермеса. В мифе, однако, говорится, что волшебный жезл подарил Аполлон. Гермес поставил его между двух дерущихся змей, которые обвили подарок и замерли. Богу понравилось, и он их так и оставил. Кирикон использовался для усыпления, пробуждения, превращения живых в предметы и для препровождения душ умерших в загробный мир. В классический период Гермес – посланец богов, проводник душ в царство мертвых, психопомп. Он покровитель юношей, и потому его изображали как самого молодого из олимпийцев. Гермес – бог торговли, воровства и мошенничества. Он украл трезубец Посейдона, меч Ареса, щипцы Гефеста, пояс Афродиты, скипетр Зевса, лук, стрелы и стадо коров у Аполлона. Эта функция сближает его со скандинавским Локи. Кстати, Гермес – сын Зевса и Плеяды Майи. Его дети – козлоногий Пан от нимфы Дриопы, Гермафродит от Афродиты, а другие потомки – персонажи Троянской войны – Одиссей, Менелай, Агамемнон. Именно Гермес отнес на воспитание к нимфам новорожденного Диониса, о котором сейчас пойдет речь. Его матерью была царевна Семела, дочь основателя города Фивы Кадма и Гармонии, той самой, которая дочь Афродиты и Ареса, а отцом Зевс. Гера, приняв облик кормилицы Семелы, подговорила ее узнать настоящий облик возлюбленного. Для этого царевна взяла обещание с любовника, что тот выполнит любое ее желание, а потом попросила явиться в истинном величии. Зевс понимал, что она погибнет, но нарушить свое слово не мог. Семела сгорела в небесном огне. Но громовержец успел вынуть из нее недоношенный плод, который зашил в бедре. А когда пришло время, родился Дионис, бог виноделия. Наверное, невозможно не напиться, когда знаешь, что твой папа убил маму из-за ее любопытства, а находясь в состоянии постоянного опьянения, недалеко до разных смертоубийств. Жена Диониса – Ариадна. Ее бросил герой Тесей после того, как она помогла ему выбраться из лабиринта Минотавра. Девушка хотела свести счеты с жизнью, а Дионис спас ее, женился, и Ариадна получила бессмертие. Он отец бога брака Гименея и бога мужской силы Приапа от Афродиты. Получается, что в мировоззрении древних греков соединение вина и любви повышало мужскую силу и приводило к браку. Теперь давайте немного переключимся с богов на людей. Их создание в Древней Греции приписывалось Титану Прометею и Афине. Первый лепил из глины, вторая давала дыхание. Тут я напомню вам, что людей из глины создавали и боги Месопотамии. И в Библии упоминается два процесса создания человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лица его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. Братьям Титанам Прометею и Эпиметею было поручено наделить способностями животных и людей. Но Эпиметей, чье имя переводится примерно как «крепкий задним умом» или «думающий после», потратил все на животных, а люди остались беззащитными. Тогда предусмотрительный Прометей украл для них огонь у Зевса. Справедливости ради стоит сказать, что перед этим они лишились огня тоже из-за Прометея. Он хотел как лучше, а получилось... Нужно было решить, какую часть быка приносить в жертву богам. Титан разделил животное на две кучки. В одну сложил мясо, прикрыл шкурой и добавил плохо пахнущий желудок, а в другую разместил кости с кусками жира. Потом предложил Зевсу выбрать самому, какую часть он хочет получать в жертву. Громовержец обманулся и в гневе лишил людей огня.
Прометей, чувствуя свою вину, принес огонь людям, научил им пользоваться и сохранять. Зевс наказание приковал Титана к Кавказским горам, куда каждый день прилетал орел, клевал его печень, а за ночь она отрастала снова. Так продолжалось до тех пор, пока Геракл не убил орла. Но не только Прометей поплатился за похищение огня. Людям тоже досталось. Дело в том, что все человечество на тот момент состояло из мужчин, и на погибель им Гефест и Афина по приказу Зевса создают женщину – Пандору. Кстати, материалом для нее тоже была глина. И тут хочется напомнить про еврейскую Лилит или первую Еву, которая была создана из глины, как и Адам. Боги наделили Пандору подарками – Афродита красотой, Гермес хитростью, ну и так далее. Женщина соблазнила Эпиметея и стала его женой, а потом открыла ящик, который то ли хранился у Титана, то ли ей подарил его Зевс, запретив открывать, но рассчитывая на силу женского любопытства. Из ящика в мир людей вылетели болезни и беды. Испугавшись, Пандора захлопнула крышку, и на дне осталась надежда. То есть людям не стоит ни на что надеяться. У Эпиметея и Пандоры родилась дочь Пирра. Она вышла замуж за сына Прометея Девкалиона. Этим двоим предстояло пережить потоп, в котором Зевс задумал уничтожить все человечество. Прометей научил, как построить ковчег, в котором они и спаслись, проплавав 9 дней и причалив к горе. Здесь я даже не буду напоминать истории о потопе в месопотамских мифах и в Библии. Уверена, что вы и сами уже провели аналогии. Для того, чтобы возродить человечество, по совету Зевса, Девкалион и Пира брали камни и кидали их за спину. Из камней, брошенных Девкалионом, появились мужчины, Пирой – женщины. А еще у них были свои дети, среди которых можно выделить Эллина, прародителя эллинов, то есть греков. Раз уж мы заговорили о людях, то нельзя обойти вниманием самого известного персонажа – Геракла. О нем и пойдет речь в следующем большом видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Спасибо вам за внимание.